Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание магическим словам, которые моментально смогут вас защитить от неприятностей. Что это за слова, как их произносить, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. И обязательно этим видео поделитесь с теми, кого вы желаете мира, любви, гармонии и хотите, чтобы у них все было хорошо. Вы знаете, слова, которые мы с вами произносим, действительно имеют магические и волшебные свойства. Особенно явно это проявляется в борьбе с возможными проблемами. И некоторые слова нам могут послужить мощной защитой. Они называют, и это нужно называть конкретные слова, которые уберегут вас от всевозможных бед, от проблем, от напастей. Эти слова вам нужно будет запомнить, и в жизни будут возникать тогда в вашей жизни меньше непредвиденных ситуаций, которые застанут вас врасплох. Итак, что это за слова? Вы знаете, это слово имеет достаточно мощное значение, и их рекомендуется произносить в тех случаях, когда, например, назревает конфликтная ситуация, и вы чувствуете, что может произойти что-то очень плохое и непоправимое, например, в вашей жизни. Также это слово имеет силу, когда ссора, например, уже началась, и именно это слово поможет вам прекратить любую перепалку или скандал. Итак, первое слово – это спокойствие. Это достаточно универсальное слово-пароль, которое может справиться с переживаниями на экзамене или на собеседовании. Помните Карсона, который живет на крыше, который всегда говорил «спокойствие, только спокойствие». И это слово пригодится, когда вы очень раздражительны и, например, вас одолевает агрессия. И это слово очень помогает, очень дыхательная гимнастика. 10 очень плавных вдохов с длительным выдохом. Это благотворно влияет на нервную систему. Данное слово также поможет вам и в тех случаях, когда вы не можете выбросить, например, из головы человека, который связан с неприятными воспоминаниями и, возможно, с обидой. Спокойствие поможет с этим справиться без особого труда, поэтому в свою копилочку запишите слово «спокойствие». Следующее слово «свобода». Это слово помогает справиться именно с вредными привычками, поэтому важно употреблять его как можно чаще. Также слово «свобода» хорошо действует, когда вы уже что-то бросили, но вам снова хочется вернуться к этой плохой привычке. Следующее слово – терпение. И это слово поможет вам в тех ситуациях, когда вы от всего устали. Например, после напряженного рабочего дня, после которого осталось, например, у вас много невыполненной работы. Произносите слово терпение для того, чтобы и избежать переутомления. В современном ритме жизни это достаточно актуально. Следующее слово «защищай». Именно это слово, которое поможет вам избежать многих неприятностей. Беды будут обходить вас стороной. Аналогом данного слова считается и слово «удача», но оно больше приемлемо для финансовой сферы жизни. Если вы предчувствуете приближение неприятностей, используйте слово «защищай». Следующее слово – это «прочь». Это слово помогает отводить негативные мысли. Например, во время работы над каким-то важным проектом у вас появились сомнения касательно того, что все получится реализовать у вас удачно. И тут на помощь придет данное слово. Также это слово «прочь» окажется полезным и в тех ситуациях, когда после ссоры с любимым человеком возникают мысли о расставании и о прекращении отношений. Следующее слово – это слово «хвалить». Если человек оказывает на вас какое-то негативное влияние и вызывает желание ответить, например, агрессией на агрессию,
Произнесите это слово-пароль хвалить, и вам удастся побороть в себе желание лезть на рожон и совершить какую-либо ошибку, о которой впоследствии вам придется очень пожалеть. Следующее слово, достаточно важно, это слово «отложи». Часто бывает так, что человек вас уже заразил негативной энергетикой. Вас одолела злость, вы затаили обиду, вы находитесь в каком-то депрессивном состоянии, вы злитесь, и тогда слово «отложи» поможет вам отвлечься от этой проблемы. Следующее слово «добро». И это слово имеет достаточно мощное значение. Его мы рекомендуем произносить в тех случаях, когда, например, в вашей жизни назревает какая-то конфликтная ситуация, и вы чувствуете, что произойдет что-то очень плохое и непоправимое. Также это слово имеет силу, когда ссора, например, уже началась, и оно поможет прекратить перепалку. Поэтому эти слова, как «добро», спокойствие, свобода, терпение, защищай, прочь, хвалить и отложи. Используйте в своей жизни для того, чтобы, да, действительно, эти слова вас моментально защищали от неприятностей. Помните, то, что мы с вами произносим, мы произносим не только вокруг то, что у нас происходит, но эти слова мы и говорим на мир. То есть мы не только произносим определенному человеку, но мы и декларируем всему миру. Поэтому научитесь говорить, думать, мыслить только в положительном ключе. Сейчас наступает такое время, когда все наши слова, они визуализируются и после этого воплощаются в жизнь. При этом по времени это может быть достаточное время. У кого-то будет достаточно и одного дня для того, чтобы это произошло, а кому-то понадобится полгода и год. Поэтому, когда вы произносите любые слова, да, использовать пароли очень важно, нужно для того, чтобы избегать всевозможных неприятностей, избегать всевозможных проблем. Но есть такие слова, которые помогут вам не допустить тех или иных ситуаций. Мы надеемся, друзья, что на канале Код Изобилия вы находите много полезной, важной и нужной для себя информации. Поэтому обязательно поделитесь этим видео для того, чтобы люди знали, как помочь самим себе, например, на работе, в коллективе, где постоянно сплетни, постоянно разборки. А таких коллективов, где люди, им невыносимо работать, но надо же зарабатывать на хлеб, правильно? Им очень сложно. Поэтому поделитесь этим видео для того, чтобы действительно люди знали, как себя защищать хотя бы с помощью, с одной стороны, это простые слова, а с другой стороны, эти слова имеют достаточно сильную магическую силу. Друзья, с вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.